Привет-привет, это «Держитесь там» и Андрю Стапинас. Наша пропагандистская программа выходит прямиком из центра Европы. Да? Мы, как эта роза ветров, указываем на недостатки вне зависимости от того, в которой стороне света они находятся. Иронией и сатирой проходимся мы и по Москве, и по Киеву, и по Минску, и по Астане, ну и, конечно, не забывая про мой родной город Вильнюс. Согласно европейским исследованиям, жители Вильнюса являются самыми счастливыми, а город, в принципе, идеальным для жизни. Не загробный, не духовный, а именно для человеческой. Здесь хорошо не только местным жителям, но и туристам. Много зелени, кафешек и красивейший старый город. Ну а литовцы, если надо, вспоминают русский язык. И не только те слова и фразы, о которых вы подумали. А ну, русские, вали отсюда! Чемодан, вокзал, Россия! Не-не-не. Если вы к нам не на танках, а на кемперах, мы всегда ужасно рады гостям. Вильнюс – красота, хоть бери и кино снимай. Именно для этого и прибыла в литовскую столицу съемочная группа телекомпании HBO. Что снимают? Может, новый сезон «Игры престолов»? Ведь Литва славится политическими интригами и пограничной стеной, которая отделяет Европу от ходоков за дешевым пивом и развлечением. Или, может быть, решили воскресить секс в большом городе? Ведь на литовских широтах так много красивых девушек, которые ищут богатых мужей. Ну, правда, почти все девушки из Беларуси и Украины. Да и город, честно скажу, не такой он уж и большой. А может, снимают очередной сезон настоящего детектива? Ведь каждый второй мужчина у нас как Мэтью МакКонахи. И страна столь загадочно прекрасна, что кинематографисты не смогли обойти ее стороной. Нет, еще раз нет. Вильнюс настолько хорош, что не нуждается в лишних декорациях. Поэтому можно снять идеальные кадры для нового сериала, который называется «Чернобыль». Именно литовской столице предстоит стать зоной отчуждения. И уже объявлены некоторые спальные районы Вильнюса, во дворах которых пройдут съемки. Но там уже появились соответствующие знаки и предупреждения. Машины не ставить, по улицам не шастать, свет в окнах не включать. Ну и, в принципе, идеальная локация для Чернобыля. Но, правда, людям не очень нравится, раз им запрещают попадать в кадр. Но в Прибалтике, в принципе, много чудных людей. Мэр Риги с египетским именем Нил, который отстаивает права русскоязычного населения, но поглядывает на Запад, стараясь оставаться и в центре согласия. Или наш бывший президент-летчик, которого после импичмента не покидают президентские амбиции. Или взять хотя бы эстонского астролога Игоря Манга, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Мол, приставал и заставлял женщин творить черти что, параллельно, предсказывая судьбу и составляя гороскоп. Любимая, я тебя поведу к самому краю вселенной. Ну, возможно, он просто перепутал и таким образом пытался изучить звездное небо. Ведь женщины, как другая планета, недосягаемы, их часто сопровождают спутник, иногда даже не один. Астролог не рассчитал и попытался, пройдя по Млечному пути, постичь тайну космического треугольника. Не рассчитал, что его телескоп понравится не всем. И вот теперь уже вполне земные звезды будут решать судьбу эстонского астролога в суде. Как придется решать и судьбу хулиганов, напавших на посольство Латвии в Москве. Несколько человек забросали здание дымовыми шашками и фальшфайерами. А один из хулиганов собрался что-то написать на стене посольства, но успел лишь написать не «Х», а латинскую букву «С». И если дым можно списать на майские настроения россиян и их любовь к шашлыкам,
фальшфейерами, они, возможно, приманивали к месту тусовки всех пролетающих мимо горожан, то что это было за недописанное слово на букву «С», понять сложно. Может, они хотели дописать еще одну «С» и тогда уж легионом промаршировать по улицам. А может, дописать две буквы «С» и одну «Р», чтобы напомнить латышам о стране, которую потеряли из-за нас, прибалтов. Возможно, хулиганы хотели написать слово «СОС», как бы обращаясь к посольству Латвии за помощью в получении Шенгена. А возможно, это должно было быть слово «свобода», так как территория вокруг посольства – это, в принципе, единственное место, где тебя не заберут в автозак, если ты вышел на митинг или погулять. А возможно, россияне хотели написать про секс, наркотики и рок-н-ролл. А так теперь их и ждет срок, а вот роллы в ресторанах с суши им придется есть не скоро. Похулиганил – отвечай перед законом. На этом держится любое государство. Хотя демократы и либеральные принципы Европы не всегда приветствуются в России. И я даже знаю почему. Вот вы сейчас подумайте и ответьте. Кто в России отвечает за принципы демократии и либерализма? Ответ прост. Либеральная демократическая партия России, то есть ЛДПР. А какой лидер, такая и демократия. Вот такое кино получается. А давайте как раз и вернемся к теме кино. Судя по тому, как Голливуд покоряет страны и города бывшего Советского Союза, это идеальная локация для любой кинопродукции. В российской глубинке вполне можно было бы снять продолжение «Аватара» и сэкономить на локациях и гриме. Тут, куда ни плюнь, красивая природа и синие люди. В Украине вполне можно было бы переснять киноленту «Титаник», да еще придумать ей политический подтекст. Мол, тонущий «Титаник» — это украинская рай. В ней, как и на «Титанике», много словесной воды и богатых людей. Ну и они, как оркестр на судне, тонут, но пытаются продержаться на посту до конца. Хотя поговаривают, что украинские депутаты не тонут. Впрочем, как и многие депутаты на постсоветском пространстве. Можно и политиков приглашать сниматься. Вы только представьте экранизацию «Волшебника изумрудного города», где герои направляются к великому Путвину за бюджетом. В роли девочки Элли Наталья Поклонская. Ей не привыкать к крестным путям во имя светлой идеи. В роли железного дровосека Владислав Сурков. Ведь у человека, отвечающего в России за украинское направление, явно нет сердца. В роли трусливого льва Дмитрий Медведев. Он хоть и выглядит молодцом, но в народ выходить боится. Ну а в роли верного пса Татошки, конечно, Рамзан Кадыров. Он всегда и всюду следует за своим хозяином. И, завершая чернобыльскую тему, Вильнюс на какое-то время превратится в зону отчуждения. Остается только надеяться, что наше государство своих чернобыльцев в беде не бросит, присвоит звание ликвидаторов, пожизненную пенсию и санаторное лечение. А сейчас давайте махнем из наших прибалтийских вымиратов, а именно так нас называют те, кто скучает по стране, которой больше уже нет, в соседнюю страну, где просвещенная монархия готова перевернуть законы вселенной. Люди с давних пор пытались постичь секрет вечной жизни, искали легендарный святой Грааль, занимались алхимией, а современные ученые при помощи науки пытаются нейтрализировать ген старости. Напрасная трата времени, скажу я вам. Для того, чтобы победить смерть, нужен указ Александра Лукашенко. В честь Дня Победы президент Беларуси запретил ветеранам умирать раньше него. А как известно, в этой стране действует схема. Президент сказал, народ сделал. Объявил президент, что не будет в стране никого богаче него. И вот уже более 20 лет в Беларуси нет никого богаче него. Объявил, что возьмет коррупцию под личный контроль. И ни одна взятка в обход президентского аппарата не проходит. Только начал народ шептаться, что, мол, засиделся наш президент на посту, нужно кого-то помоложе. Тут же появляется Лукашенко, только помоложе, тем самым победив возможность уйти на пенсию. Ну а куда ему деваться? Ведь любит белорусский президент свой народ. Народ сопротивляется, не хочет, а он через силу, через «не могу», но любит в этом смысле его работу. К слову, тут недавно в Беларуси появились билборды, на которых милиционеры тоже раскрыли смысл их работы. Оказывается, это нежность. You're my everything, forever and a day. I need you close to me.
холодностью, присущей многим представителям законопорядка на территории бывшего Советского Союза, обходится с народом и казахская полиция. Митингующих в поддержку политзаключенных милиционеры хватали и растаскивали по служебным автомобилям. Как видите, не только милиционеры, но и люди нежные заботятся, чтобы без шапки представитель органов не оставался. А то, не дай ты бог, придет бабушка на митинг и увидит. Ну, черт с ним, что людей калечит. Главное, что внучек шапку не надел. А ведь не только милиция, но и другие бюджетники могли бы украсить города билбордами. Вера – это медикам. Ведь лечит так, что остается только верить в выздоровление. Надежда для депутатов. Выбираешь, надеешься, а все равно одно и то же. Ну а любовь в Белоруссии застолбил президент. И от этой любви не спрятаться, не скрыться. Так, например, любит президент хоккей, и страна пытается любить. А тяжело любить то, что не получается. Хоть и верили белорусы до последнего чемпионата мира. Но не расстраивайтесь, наши глядачи. Это прекрасный результат, ведь теперь и вы к нам, и мы к вам будем ездить чаще. И будем встречаться на матчах наших сборных. Потому что литовская сборная выиграла чемпионат среди команд дивизиона «Б», и мы поднялись в дивизион «А», куда к нам на голову свалились белорусы. И теперь баскетбольная держава будет встречаться с картофельной на льду. Вообще, если внимательно слушать президентов, то можно найти ответы на многие вопросы. Так, например, президент Украины заявил, что не любит деньги. Видимо, поэтому и экономика в соответствующем месте. Может, если бы любил, собирал, да складывал, не пришлось бы кредиты у МФ каждую неделю клянчить. Видимо, от нелюбви Петр Порошенко пытается их собрать всеми способами и спрятать их от всех куда-нибудь подальше. Но он не одинок в своих чувствах. Литва всегда поддерживала Украину, а в вопросе денег и подавно. Мы тоже так не любим деньги, что прячем их куда подальше. 3 года назад Литва перешла на евро, а у людей где-то так в порядке 11 тонн старых денег еще осталось. Какой вывод? Во-первых, мы богатая страна. Мы деньги тоннами считаем. Во-вторых, видимо, наши граждане чего-то ждут и на что-то надеются. Поговаривает, у некоторых еще и советские рублики остались. Тоже ждут. И, слава богу, безнадежно. И пока в Литве берегут старые деньги, Национальный банк Украины выпустил новую серебряную коллекционную монету, на которой сгорбленная пара копает картошку. А на другой стороне изображен картофельный куст. Поговаривают, что за 30 таких монет депутат Украинской Рады готов на все. И многие уже заочно стали обладателями такой коллекции. Возможно, эта коллекционная монета предназначена для обычных крестьян, работающих на земле. Отсюда и сбор урожая, и плоды на воображении. А дальше больше. Появится монета для офисного планктона, где на одной стороне изображен стол, а на другой стороне окно. Как бы и операционная система на компьютере, и сразу средства от избавления от всех проблем. Будет монета и для хипстеров, где на одной стороне стаканчик с кофе, а на другой стороне 40-летний безработный фрилансер на самокате. Будет и президентская монета, судя по всему, шоколадная. Как символ того, что нужно быстрее все средства усвоить и поделиться с друзьями, а то до выборов может и не дожить. Растаешь. А если серьезно, то, видимо, пара, которая копает картошку и картофельный куст, означает одно. Если ты хочешь кушать в Украине, тебе придется горбатиться. А теперь давайте окунемся в новостной поток страны, которая дарит нам столько информационных поводов, что хватило бы ни на один выпуск нашей передачи. Коротко о всяком в России в нашей рубрике «Новости сверхдержавы». И для начала животрепещущие новости. Для тех, кто еще не в курсе, сообщаем, что первое место на песенном конкурсе Евровидения заняла артистка из Израиля. Общественность внимательно следила, кто кого перепоет в этой битве идеологии. Украина или Россия? Оказалось, смысл не в политике. Как говорится, пока страны бранятся, побеждают евреи. Представительница России Юлия Самойлова даже не прошла финал конкурса. Ни участие в шествии бессмертного полка в Лиссабоне,
ни фотосет на фоне советской символики не помогли. Вот странно, да? Не помогли россиянке приобрести популярность на главном песенном конкурсе Европы. Судя по всему, Самойлова очень надеялась на поддержку со стороны Украины. И поэтому была использована советская символика, но с украинским текстом. Чтобы напомнить Украине, что некогда они жили в ином царстве-государстве. Государства уже нет, а царь остался. А те, кто считает, что он нам не царь, они уже сидят. Далее о праздниках. Бизнесмен развесил по Кузбасскому селу баннеры ко Дню Победы. На них изображен его пес. В администрации села подчеркнули, что не могут связаться с мужчиной, потому что он улетел в Данию на чемпионат мира по хоккею. Ну и пес с ним. Новости культуры. Петербургские казаки заподозрили тамплиеров в ограблении своего штаба. По словам казаков, в штабе провели некий ритуал. Разбросана тухлая рыба с оторванными головами, а к креслу председателя Совета стариков приколота белая перчатка. Да, так ведут себя только тамплиеры. Сначала бы подумали на мушкетеров, но ни Боярского, ни 1000 чертей не нашли. Ясное дело, тамплиеры. Они же в парадных справляются и ямы на дорогах по ночам копают. И «Зенит-арена» тоже их рук дело. Далее новости Самары. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области обнаружили у местного адвоката склад, где хранились 4 бронетранспортера, более 50 единиц огнестрельного оружия и несколько десятков тысяч патронов. Вот теперь мы точно знаем, как выглядит адвокат дьявола. Адвокат, он что делает? Он защищает в суде. А лучшая защита – это нападение. Ох, суд Самары, городка, беспокойная я, не ссадишь ты меня. В продолжение самарской темы компания «Самарские коммунальные системы» установила во дворе жилого дома бетонную пирамиду с надписями «Вы должны». Пирамида адресована конкретному жителю, весит 3 тонны. Он не заплатил компании 60 тысяч рублей за коммунальные услуги. А житель не спешит. Житель понимает, что за 3 тонны металлолома можно выручить не только на погашение долга, но и как следует обмыть это дело. Может быть, благодаря самарским коммунальщикам удалось раскрыть тайну возникновения египетских пирамид. Видимо, Хеопс задолжал каирскому коммунальному хозяйству. А теперь махнем к Дальнему Востоку. Мэр Владивостока Виталий Веркиенко распорядился установить на все служебные телефоны чиновников неофициальный гимн города вместо гудков. По словам градоначальника, это часть нового имиджа администрации и важный ценностный ориентир. Но мы знаем только один неофициальный гимн Владивостока. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе былая. Владивосток 2000. И эти строки как нельзя лучше отражают планы чиновников на освоение городского бюджета в личных целях, последующему отмыванию средств и попытку уйти от ответственности. И к сенсации. В Чечне заявили, что нашли Ноев ковчег. Размеры окаменелостей, а также съемка с квадрокоптера позволили увидеть, что гора имеет контур большого корабля, что натолкнуло чеченских археологов на мысль, что это может быть не просто судно. Четко отточенные балки – это однозначно окаменелое дерево. Это древесина, это Ноев ковчег. А там, где ковчег, там у каждой твари есть своя пара, а некоторые даже одного пола. Хотя Рамзан это и отрицает. Но главное в этой новости даже не сам ковчег, а то, что в Чечне есть археологи и квадрокоптер. Ну и переходим к сенсации. Правительство России полным составом ушло в отставку. Да нет, все верно. Правительство России ушло в отставку. Согласно Конституции, оно подало в отставку в день инаугурации президента. Ну, спасибо Владимиру Владимировичу. Дмитрий Медведев и сотоварищи с приставкой «ИО» снова при делах. Дума думала аж целые сутки и придумала вернуть Медведева на пост премьера. Конечно, сомневались, прикидывали, что да как. Но Дмитрий Медведев оказался непотопляемый, как желтая резиновая уточка. Еще до своего утверждения на пост премьера Медведев уже озвучил список министров своего кабинета. Провидец, Нострадамус, Оракул Анатольевич. Сам еще не премьер, а министров в кабинет уже назначил.
Пост первого вице-премьера под жалобный скулеж своих корги покинет Игорь Шувалов. «Я хочу работать там, где скажет президент», — сказал он сам. А если завтра президент пойдет с крыши прыгать? «Я хочу прыгать там, где скажет президент», — ответил бы Игорь Шувалов. Слушайте, ну это прямо детский сад какой-то. Хотя это больше похоже на игру «Мафия». Город засыпает, правительство уходит в отставку, просыпается мафия, назначает правительство, город просыпается, а ничего не изменилось. Все на своих местах. И вот так срок за сроком, глаз за глазом и детка за репку. Место Шувалова займет бывший министр финансов Антон Силуанов. Ну вот, можно и порадоваться за человека. Все-таки повышение. Над российскими финансами Антон Германович уже как следует поработал, ну теперь можно осваивать новые горизонты. А финансов у населения практически не осталось. В этом году реальные доходы россиян снова упали. А по главным воровским законам, что упало, ни в коем случае поднимать нельзя. Иначе рискуешь потерять статус и даже стать опущенным. Да и вообще, если нет денег, зачем министерство? За эти деньги отвечающие. Упразднить Министерство финансов, экономики и экономического развития. Все полномочия передать Министерству культуры, потому что финансы продолжают петь романсы. И как во многих попсовых песнях, смысла нет, а народу нравится. Красивый, незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, но госслужба не кончается. Так от судьбы давай не уйдем сейчас, оставив нас незаконченный романс. Кстати, о Министерстве культуры. Я бы в Минкульт отдельным ведомством включил РПЦ. А то как-то обидно за них. Своя касса, свои чиновники, даже униформа есть. А юридически не оформлен. Вон даже название для церковников подходит. Минкульт. И солидно, и звучит. Не нравится Минкульт, пожалуйста. Миндух, Минсвят, Минкрест, Правмин, Минсвеч, Экономин. Важно экономин не путать с Министерством экономики, которой нет. Хотя и там. Молитва – это единственное спасение. Ну, в общем, есть где разгуляться для ребрендинга России. Но больше всего радостно за Виталия Мутько. Мы тут в нашей маленькой завистливой Литве для него даже целое министерство придумывали. Минмут или Минзамут. Кому как больше нравится. А мутить и замутить Виталий Леонтьевич умеет как никто. Короче, Медведев на все посмотрел креативно и предложил интересную идею посадить Мутько. Но не туда, куда стоило бы по логике вещей, а в кресло вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики. Действительно, интересная идея. Такая же интересная, как выращивать в Беларуси виноград, припарковать ковчег в Чечне, провести чемпионат мира в Саранске и ответить санкциями на санкции. И получилось так, как получилось. Да и вообще, спорт и строительство – схожие области. Спортсмены и строители часто под допингом. И там есть легионеры, наемники из-за границы. Да и английский Мутько пригодится на стройке. Ставки сделано, господа. Bet on gentlemen. Bet on. К слову сказать, присутствующие настолько обалдели от такого назначения, что по залу прокатился нервный смех. Кто-то даже явно сказал: «Это смешно». Вот мы с вами и дожили до тех времен, друзья, когда повидавших виды думцев можно еще чем-то удивить и рассмешить. Для того, чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики. И закончим нашу передачу народной мудростью. Смех продлевает жизнь. В этом случае жизнь одного конкретного чиновника. Друзья, пока они здесь смеются, вы держитесь там. Всем пока, увидимся через неделю.